Большинство людей думают, что знают, что сделал бы тигр, если бы его оставили наедине с ребенком. Но то, что произошло за кулисами цирка, разрушило все ожидания. Малыш ускользнул во время экскурсии за кулисы, тигриные ворота остались приоткрытыми, и сцена была готова к катастрофе. Пока тигр не шагнул вперед и не сделал нечто, чего никто не мог объяснить. Тигр расхаживает, его массивные лапы скользят по покрытому опилками полу, мускулы перекатываются под полосатой шерстью, во влажном воздухе чувствуется тяжелое дыхание. За надежной решетчатой оградой он ждет, безмолвный, наблюдая. Снаружи цирк наполнен пронзительными звуками труб, отдаленными возгласами и смехом толпы, которая понятия не имеет, что сейчас произойдет. И в разгар всего этого на тропу тигра натыкается малыш. Все начинается довольно невинно. Экскурсия за кулисы в самом разгаре, гости проходят по конюшням, фургонам с костюмами и зонам подготовки животных. Вспыхивают фотовспышки. Неподалеку жонглёр бросает кегли, развлекая собравшихся полукругом детей, в то время как родители перешептываются друг с другом. Никто не замечает самого маленького. Кудрявый, с липкими пальцами, в синей толстовке с капюшоном, проскальзывает под бархатной веревкой и оказывается в полутемном коридоре, заставленном брезентом и ящиками. Здесь воздух меняется, становится тише. Он ковыляет вперед, хрустя соломой в своих маленьких туфельках. Над дверью мигает красная лампочка, скрипит калитка, а затем наступает тишина. Малыш заворачивает за угол и попадает в кольцо для удержания. Широкое круглое пространство, окруженное стальными прутьями и деревянными панелями ограждения. В дальнем конце болтается щеколда. Не совсем закрытая она. В тени за ним поблескивают янтарные глаза. Ребенок хихикает. Точки. Тигр двигается. В какой-то момент, как в замедленной съемке, дверь в клетку распахивается на сломанной петле. Животное выходит на открытое место, почти бесшумно прижав уши и подергивая усами. Малыш в восторге хлопает в ладоши. За кулисами технический ассистент поднимает взгляд на монитор и замирает. «О, нет!» — он шепчет. Другой рабочий наклоняется к нему через плечо, выпучив глаза, когда подача становится резче. «У нас брешь! Это Симба! И там внутри ребенок!» Вот-вот поднимется тревога, но уже слишком поздно. Внутри кольца тигр делает один круг, затем еще один. Ребенок кружится вместе с ним, смеясь, думая, что это игра, но для съемочной группы, наблюдающей за происходящим из комнаты наблюдения, это не игра. Ему. Начинается обратный отсчет. По коридору бегут санитары. «Возьмите сачок, транквилизаторы!» — рявкает кто-то. «Мы не можем стрелять рядом с ребенком!» Ведущий координатор по защите животных резко останавливается у занавески, отдергивает ее в сторону и замирает. Симба остановился. Тигр смотрит на ребенка, пригнувшись к земле. Мышцы напряжены. Он не агрессивен, но напряжен, сосредоточен, как будто вспоминает.
Ребенок оглядывается, протягивая свои крошечные пальчики к огромному существу. Дыхание тигра вырывается из его груди. Это не рычание. Что-то тихое, нежное, почти знакомое. Каждое мгновение кажется лезвием бритвы, скользящим по позвоночнику каждого взрослого, наблюдающего за происходящим. Одна единственная ошибка может превратить этот момент в трагедию. И все же на данный момент они неподвижны. Наблюдающий, ожидание, вещь. По коридору за кулисами проносятся вздохи. Занавес распахивается, обрамляя сцену, на которую никто не осмеливается войти. Симба, весом почти в 400 фунтов, состоящий из одних мышц и памяти, медленно кружит вокруг ребенка. Его массивные лапы едва слышно ступают по опилкам. Малыш сидит в центре круга, хлопает в ладоши и улыбается, совершенно не подозревая об опасности. Никто не двигается. Тигр низко приседает и медленно выдыхает. Не враждебно, а расчетливо. Его взгляд не отрывается от мальчика ни на секунду. Одно движение, один крик могут все испортить. Но тигр не нападает. Вместо этого он нюхает воздух и ковыряет землю лапой. Он играет, шепчет кто-то в ужасе. Он думает, что играет. Он выслеживает, ловит проводника. Однако это сработал инстинкт. «Нет», — говорит другой голос, — «это распознавание. Служба безопасности занимает позицию сразу за занавесом. Они вооружены, но колеблются. Один бросок — и все кончено. Одна осечка, и тигр может наброситься на ребенка. В любом случае, никто не хочет идти на такой риск. Координатор по защите животных связывается по рации с главной палаткой. «У нас чрезвычайная ситуация. Немедленно сдерживайте толпу. Эвакуируйтесь тихо. Медленно скажите, что сломался реквизит». Внутри ринга Симба снова поворачивается. Ребенок подползает на несколько дюймов ближе, прямо к морде тигра. «Нет, нет, нет!» — кто-то ахает. Но Симба не рычит, не машет лапами. Вместо этого он сидит, наклонив голову и постукивая хвостом. Движение, которое можно ожидать от домашней кошки, а не от взрослого хищника. Мальчик протягивает руку. Его рука касается усов тигра. В комнате снаружи воцаряется контролируемый хаос. Кого-то рвет в мусорное ведро, дрессировщик громко молится. Дрессировщики трясущимися руками сжимают ружья с транквилизаторами. Но ничто из этого не проникает в пространство вокруг ринга. И тут появляется он. Мужчина лет 65, медленно двигающийся, в поношенных кожаных ботинках и выцветшей красной куртке, слегка прихрамывая, входит в зону для просмотра. Симба, дрессировщик на пенсии, называет имя Гаса. Он ничего не говорит. Просто смотрит, затем, прищурившись, смотрит на экран. «Это он», — бормочет Гас. Главный дрессировщик оборачивается. «Вы знаете этого парня?» «Нет», — говорит Гас. «Тигр». Все замолкают. «Это Симба, верно?» Родившийся за кулисами 8 лет назад, мать отказалась от помета. Его растили вручную, кормили из бутылочки, приучали к клетке. 2 года он спал в комнате отдыха. Плечи. В комнате воцаряется тишина.
Тогда, продолжает Гас, Симба был не один. У них был маленький мальчик. У одного из исполнителей был сын того же возраста. Они росли бок о бок. Этот тигр не знал ничего, кроме любви к этому ребенку. Долгий ритм. Вы думаете, он помнит? Я знаю, что помнит. Внутри ринга тигр опускает голову. Его нос почти касается колена мальчика. Малыш поднимает голову и хихикает. Симба медленно моргает и снова фыркает. Теперь он успокоился. Куратор бормочет, что это не противостояние. Это встреча выпускников. Прибывают родители мальчика, рыдающие, запыхавшиеся, их удерживает охрана. Но настоящая история все еще разворачивается на ринге, и никто не знает, чем все закончится. Толпа у ринга растет. Съемочные группы, но никто не решается войти внутрь. Камеры уже работают, прибывают репортеры, охрана перешептывается по рациям, но никто не двигается с места. На ринге только мальчик и тигр, который не сводит с него глаз уже несколько минут. Малыш хлопает по земле обеими руками. Симба отвечает низким ритмичным звуком, глубоким и ровным, почти как мурлыканье. И в этот момент Гас делает шаг вперед. Слышал. Отставной тренер протискивается мимо хендлеров. «Мне нужно с ним поговорить», — говорит он. Его голос спокоен, но настойчивый. «Мне нужно кое-что попробовать». «Ты туда не пойдешь», — протестует старший куратор. Гас игнорирует его. Он ковыляет к занавеске, делает глубокий вдох и зовет, тихо, но твердо. «Симба!» Уши тигра поворачиваются в сторону звука. Он поднимает голову. Он медленно поднимается, его массивные плечи двигаются, когда он поворачивается. Гас не вздрагивает. «Это я, приятель. Это Гас. Ты помнишь?» Симба делает 2 медленных шага к занавесу. Малыш следует за ним в развалочку, как будто они идут синхронно. За кулисами раздаются вздохи. Что происходит? Кто-то бормочет. Гас продолжает, уже мягче. «Я обычно укрывал тебя старым цирковым одеялом. Ты засыпал, уткнувшись в него носом. Помнишь это?» Тигр замирает, затем издает протяжное, тихое фырканье. Гас поворачивается к младшему дрессировщику. «Принеси мне синий чемодан из комнаты старого реквизита. Нижняя полка». Она убегает. Проходит минута. Внутри круга малыш садится и начинает складывать кусочки соломы в кучку. Симба ложится рядом с ним, положив голову к ногам мальчика. Спокойный. Все еще. Нежный. Люди. Гас ни к кому конкретно не обращается. Там был артист Саша, акробат. У него родился мальчик. Он много времени проводил за кулисами, а Симба тогда был совсем маленьким. Они постоянно играли вместе. Они даже спали на одном коврике. Где они сейчас? Кто-то спрашивает. Саша ушел из цирка 6 лет назад. Сколько ему было? Год или 2? Переехали в Канаду? Мы потеряли связь. Край. Проводник возвращается с чемоданом. Внутри, аккуратно сложенное и немного запыленное, лежит выцветшее красно-желтое цирковое одеяло. Гас берет его, выходит вперед и протягивает за занавеску,
чтобы оно развивалось на ветру. «Ну же, мальчик, ты же знаешь это». Симба поднимает голову. Его взгляд прикован к скатерти. Он медленно поднимается, каждое движение контролируемое, обдуманное, не агрессивное, а любопытное. Газ. Малыш снова смеется и тянется к одеялу. Проводник поднимает пистолет с транквилизатором, но Газ останавливает его одним взглядом. «Если ты выстрелишь, мы потеряем все!» Симба подходит ближе, не отрывая взгляда от одеяла. Он нюхает воздух, затем осторожно касается салфетки носом. Он медленно и тяжело выдыхает, затем поворачивает голову и лижет руку малыша. В комнате воцаряется тишина. Рука. Газ опускает одеяло, его голос слегка дрожит. Он никогда не забывал. Загадка больше не в том, что могло случиться. Теперь вопрос в том, почему этот тигр помнил, когда все остальные ушли. Симба стоит неподвижно, в нескольких дюймах от малыша, подергивая носом. Мальчик тихо воркует, проводя своей крошечной ручкой по шерсти тигра, как будто гладит домашнюю собаку. Всем, кто смотрит, хочется закричать, но никто не двигается с места. Кажется, даже воздух застывает в воздухе. Один неверный шаг, один громкий звук, и все может рухнуть в одно мгновение. Операторы выстраиваются вдоль занавеса, их пальцы дрожат на спусковых крючках с транквилизаторами. Родители мальчиков тихо всхлипывают, прижавшись к барьеру за кулисами. Сигналят по рации службы безопасности, но никто не отдает окончательного приказа. Тигр, потому что никто не знает, что этот тигр сделает дальше. Газ медленно продвигается вперед, все еще держа одеяло в руке. Нам нужно, чтобы это воспоминание ассоциировалось у него со спокойствием, говорит он. С безопасностью, с мальчиком. Вы хотите сказать, что он думает, что это тот же самый ребенок? Спрашивает кто-то. Нет, отвечает Газ. Я хочу сказать, что он помнит это чувство, эту близость, это доверие. И по какой-то причине этот ребенок вернул его обратно. Малыш кладет голову на плечо Симбы. По комнате разносятся судорожные вздохи. Газ берет себя в руки. «Я иду внутрь! Ни за что!» Проводник огрызается. Газ не останавливается. Он знает меня. Он всегда меня знал. Он ныряет под бархатный занавес и выходит на ринг. Симба медленно поднимает голову. Его глаза почти по-человечески внимательно следят за Газом. Оно. Ребенок тихо сидит рядом с тигром, наблюдая за ним с любопытством, но без страха. Газ говорит тихо. «Ты в порядке, здоровяк? Я просто подхожу ближе, как и раньше». Симба не рычит, не двигается. Его дыхание глубокое, ритмичное. Он словно статуя спокойствия и собранной силы. Газ приседает и расстилает одеяло. Это твое. Ты помнишь его запах и ощущения. Тренер подтягивает одеяло поближе, стараясь не касаться мальчика. Он кладет одеяло рядом с ребенком, затем отступает, давая им обоим пространство. Происходит странная вещь. Симба опускает голову и кладет лапу на край одеяла. Газ сглатывает. Теперь он на якоре,
шепчет он. Это тот самый момент. Двое воспитателей направляются к противоположной стороне ринга. Один из них с ребенком. Они движутся как призраки с руками, готовыми схватить ребенка. Малыш поворачивается к ним. На долю секунды уши Симбы дергаются. Но Гас снова приподнимает одеяло и тихонько свистит. Тигр оглядывается, по-прежнему спокойный, по-прежнему неподвижный. Первый дрессировщик делает выпад. В мгновение ока он хватает мальчика на руки. Тигр быстро поднимается на ноги. Но Гас перехватывает его. Он опускается на колени, прижимая одеяло к груди Симбы. «Это... полегче. Все нормально. Это я». Симба замирает, тяжело дыша, прижав уши, с дикими глазами, но не нападая. Гас держится крепко, тигр медленно опускает голову, задевая носом ткань, затем снова садится. Ребенок, которого укачивает дрессировщик, начинает плакать, но не от страха, а от растерянности. Он оглядывается на тигра через плечо мужчины. Симба просто наблюдает. Ринг пустеет. Ребенок в безопасности. Но долгое время никто, даже Гас, не двигается с места, потому что все они только что увидели нечто, чего не могут объяснить. Кадры распространяются еще до захода солнца. К утру это стало известно повсюду. Тигр, малыш и момент, который никто не может объяснить. Ведущие новостей повторяют ролик по кругу. Смеющийся мальчик, кружащий тигр и последовавшее за этим тихое затишье. Слово. Комментаторы спорят, был ли это инстинкт, тренировка или что-то более глубокое. На территорию цирка возвращается спокойствие, но только поверхностное. Малыш снова на руках у родителей, завернутый в мягкое одеяло, глаза по-прежнему широко раскрыты, но он улыбается. С ним все в порядке, ни единой царапины. Единственная отметина, оставшаяся на нем, незаметна. Симба лежит в своем вольере. Спокойный, не ходит, не возбужден. И все же, как будто что-то внутри него изменилось. Гас сидит на тюке сена неподалеку, сцепив руки, и смотрит сквозь прутья решетки. Он долго молчит. Наконец он бормочет, что тигр никогда не был опасен. Просто его неправильно поняли. Дрессировщики кивают, но хранят молчание. Они никогда не видели ничего подобного. И никто не хочет говорить об этом вслух, но у тигра возникло ощущение, что он знал мальчика. Не как личность, а как воспоминание. В последующие дни в цирк поступает множество звонков. Некоторые разъяренные, требующие ответов, осуждающие нарушение техники безопасности. Другие — благоговейные, тронутые, вдохновленные. Люди, которые увидели что-то нежное в глазах хищника. Что-то человеческое. Группа по защите прав животных поделилась видеозаписью с подписью, которая стала вирусной. Он не забыл. Возможно, животные никогда не забывают.
Вернувшись на ринг, Гас роется в старом сундуке и находит то, что искал. Альбом для вырезок. Выцветшие фотографии. Симба в образе медвежонка. Крошечные лапки на одном одеяле. Ребенок артиста смеется рядом с ним. Делит бутылочки. Спит вместе. Фото. На одной фотографии малыш держится за ухо тигра, прижавшись мордочкой к меху. Гас переворачивает страницу. Там записка, нацарапанная ручкой, две души, выросшие вместе, одна дикая, другая маленькая, но ни одна из них не боится. Он вздыхает, закрывает книгу. «Возможно, это был не тот мальчик, которого он помнил», — говорит он. «Возможно, так оно и было на самом деле. Ощущение безопасности, тепла, доверия». Семья малыша тихо покидает город. Они отказываются от большинства интервью, ошеломленные вниманием. Мать прижимает к себе сына и шепчет, что ему ничего не угрожало. «Я не знаю, откуда я это знаю, но я люблю». Позже на той же неделе мальчик рисует картинку цветными карандашами. Большой оранжевый кот рядом с маленькой фигуркой из палочек. Он показывает это своей маме. «Симба», — говорит он. Она улыбается, нежная, потрясённая, гордая. Бог. Что касается тигра, то его жизнь возвращается в нормальное русло или близка к этому. Но что-то в нем изменилось. Он больше не ходит. Он кажется более спокойным, более настоящим. И каждую ночь он сворачивается калачиком на том же самом выцветшем одеяле, как будто это все еще что-то значит. Гас часто навещает его, сидит с ним, разговаривает, иногда о прошлом, иногда просто тихо. Мы все просто пытаемся вспомнить, кем мы были до того, как мир заставил нас забыть, говорит Гас однажды вечером. Ты вспомнил. Тигр медленно моргает, расслабляясь. Не все нуждается в словах. Некоторые воспоминания живут в теле. И иногда, даже когда все остальные о них забывают, тигр помнит. Некоторые моменты не поддаются объяснению. В месте, созданном для зрелищ, один тигр напомнил миру, что память глубже инстинктов, и что даже самые дикие существа хранят в себе отголоски любви, доверия и связи. Был ли это запах, звук или что-то более мягкое, мы никогда не поймем. Симба помнил, и для одного ребенка это воспоминание сыграло решающую роль. Если эта история тронула вас, поделитесь ею. Прокомментируйте ниже свои мысли и не забудьте подписаться на другие правдивые истории о животных, которые показывают, насколько глубоки их чувства.